Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 11 июня. Поговорим о церковном календаре, уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. 19 июня православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, великого подвижника и игумена монастыря Пеликит, жившего в VII-VIII веках. Его жизнь, наполненная молитвой, постом и духовным подвижничеством, служит примером для всех верующих. Иларион родился в 694 году. С ранних лет он стремился к духовной жизни, посвятив себя Богу. Преподобный с юности чувствовал призыв к молитве и уединению, что определило его дальнейший путь. Он избрал затворничество как способ достижения духовной чистоты и близости к Богу. Большую часть своей жизни святой Иларион провел в затворе, где усердно молился и придерживался строгого поста. Его духовные подвиги и аскетический образ жизни привлекли внимание окружающих, и он стал известен своей святостью и благочестием. За свою праведную жизнь Иларион был удостоен сана пресвитера, а позже его поставили игуменом монастыря Пеликит, находящегося недалеко от пролива Дарданеллы. Став игуменом, преподобный Иларион продолжил свои духовные подвиги, наставляя братьев монастыря в благочестии и духовной жизни. Под его руководством монастырь Пеликит стал центром духовного просвещения и молитвенного подвига. Иларион заботился не только о духовном состоянии иноков, но и о материальном благополучии обители, умело управляя хозяйственными делами. Господь удостоил Илариона дарами прозорливости и чудотворения. Своими молитвами святой исцелял больных, ниспосылал дождь во время засухи, останавливал сильный град, наполнял сети рыбаков при неудачной ловле, заботился о полях, оберегая их от вредителей. Эти чудеса свидетельствовали о глубокой вере и духовной силе святого, укрепляя веру окружающих и привлекая новых последователей. В 754 году на Пеликитский монастырь напал военачальник Лоханодракон, преследующий иконопочитателей. Это произошло в Великий Четверг, когда монахи готовились к празднованию Пасхи. Военачальник заковал в цепи 42 инока и отправил их в Ефесскую область, где они были жестоко убиты. Оставившимся инокам нанесли тяжелые увечья. Преподобный Иларион также пострадал за веру, став мучеником за иконопочитание. После своей смерти святой Иларион оставил богатое духовное наследие, включающее его произведения, содержащие глубокие нравственные наставления о духовном подвижничестве. Эти тексты до сих пор служат источником вдохновения для многих верующих, стремящихся к духовному совершенству. Преподобный Иларион Новый является одним из самых почитаемых святых в православной церкви. Его жизнь и духовные подвиги вдохновляют многих верующих на путь духовного подвижничества и служения Богу. В день памяти святого 19 июня верующие молятся преподобному Илариону, прося его о заступничестве и помощи в духовной жизни. В народном календаре 19 июня отмечается как День Илариона Пропольника, также известного как Ларион Пропольник. В этот день наши предки занимались важным делом – прополкой сорняков. Этот день был насыщен домашними хлопотами и семейными традициями, что делало его значимым событием в сельской жизни. Согласно традициям, 19 июня начиналась активная прополка огородов и полей. Считалось, что именно в этот день нужно избавляться от сорняков, чтобы в будущем избежать проблем с урожаем. Поговорка «пришел Иларион дурную траву из поля вон» отражает важность этого мероприятия. Пропалывание в этот день считалось особенно эффективным, и крестьяне верили, что если пропустить этот день, то сорняки, особенно мак, будет очень трудно искоренить. В этот день существовало множество поговорок и народных примет, связанных с прополкой и уходом за огородом.
Считалось, что если Иларион Пропольник совпадает с убывающей луной, сорняки надолго покинут эту часть территории. Прополутая в это время земля приносила удачу и здоровье. Иларион Пропольник был семейным праздником, который, как и Дорофеев день, отмечаемый 18 июня, был насыщен домашними хлопотами. Этот день был посвящен совместной работе на огороде и заботе о будущем урожае. Семьи вместе выходили в поля, чтобы пропалывать сорняки и ухаживать за растениями. В народе этот день имел множество названий, такие как Лавривон, Полольник, Иларион Полольник, Полотушка. Все эти названия красноречиво говорили о сути события – прополки сорняков. Согласно народным приметам, прополка сорняков на Илариона Пропольника приносила не только чистоту полей, но и положительно влияла на здоровье и благополучие людей. Для девушек прополотая земля помогала становиться еще красивее. Для женщин улучшала здоровье и общее самочувствие. Для мужчин приносила силу и энергию. Для семей способствовала укреплению семейных уз и благополучию. Этот день был важен не только для прополки сорняков, но и для наблюдений за природными явлениями, которые могли предсказать погоду на ближайшие месяцы. Мудрецы и народные наблюдатели внимательно следили за изменениями в природе, чтобы понять, чего же им ожидать в будущем. Одной из главных примет, связанных с Иларионом Пропольником, была наблюдаемая погода. Если в этот день происходило резкое похолодание, мудрецы знали, что таких скачков температуры больше не будет, и теплая погода придет надолго, почти до середины августа. Это наблюдение помогало крестьянам планировать свои работы на полях, огородах, зная, что впереди их ждет устойчивое тепло. Особое внимание уделялось поведению пчел. Считалось, что их жужжание может предсказать продолжительность теплой погоды. И если в день Илариона Пропольника пчелы были активны и громко жужжали, это означало, что теплая погода установится еще надолго. Эти наблюдения позволяли крестьянам подготовиться к летнему сезону и ожидать хорошего урожая. Ясная погода на Илариона Пропольника считалась предвестником хорошего урожая. Народные наблюдатели верили, что если в этот день небо было безоблачным, то впереди ждет обилие плодов и зерна. Это вселяло надежду и уверенность в будущее, позволяя с оптимизмом смотреть на предстоящий сезон. Ветер, дующий в день Илариона Пропольника, также имел важное значение для предсказания погоды на лето. Направление ветра могло указать на характер предстоящего сезона. Восточный ветер предсказывал дождливое лето. Крестьяне знали, что впереди будет много осадков, и могли готовиться к этим условиям, планируя работы на полях и огородах. Западный ветер указывал на малое количество ненастных дней. Это означало, что лето будет сухим и теплым, что способствовало хорошему урожаю. 19 июня отмечают именины следующие имена: Рафаил, Георгий, Сусанна, Фёкла, Иларион, Лукьян и Виссарион. Люди, родившиеся в этот день, считаются очень одаренными и талантливыми. Они обладают множеством знаний и умений, которые могут принести им успех и признание. Несмотря на свои таланты, именинники 19 июня часто сталкиваются с двумя основными проблемами. Первая – это неуверенность в своих силах. Эта черта может мешать им достигать своих целей и реализовывать свои потенциалы. Они часто сомневаются в своих способностях и не решаются брать на себя новые задачи. Также и боязнь браться за новые дела. Страх перед новыми начинаниями может удерживать их от достижения успеха и прогресса. Переломить ситуацию и помочь именинникам могут близкие люди, которые неравнодушны к их судьбе. Поддержка и вдохновение со стороны родных и друзей могут дать именинникам необходимую уверенность и мотивацию для преодоления своих страхов и достижения поставленных целей. Иларионов день, который отмечается именно 19 июня, является значимым событием в народном календаре. Как мы уже сказали ранее, в этот день чествуется преподобный Иларион Новый, а также проводятся различные обряды и работы, приносящие удачу и благополучие. Наши предки верили, что Иларионов день идеально подходит не только для прополки огородов, но и для рытья колодцев и бурения скважин. Давайте подробно рассмотрим традиции, обряды и приметы, связанные с этим днем.
Утром 19 июня наши предки отправлялись в церковь, чтобы почтить память преподобного Иллариона Нового, известного как Илларион Исповедник. Святой Илларион славился своей праведной жизнью, молитвами и чудесами, которые совершал во имя Бога. К нему обращались с молитвами о помощи и содействии в различных жизненных сферах. У святого Илариона просили укрепления семейных отношений. Считалось, что молитвы к Илариону помогают наладить мир и гармонию в семье. Просили и правильного воспитания детей. Родители молились о мудрости и терпении в воспитании своих чад. Также у святого Илариона просили помощи с финансами, обращались за поддержкой в трудных финансовых ситуациях. У святого Илариона просили и избавления от одержимости, просили защиты от злых духов и нечистой силы. А также у святого Илариона просили исцеления от болезней, верили, что молитвы к Илариону могут принести здоровье и избавление от болезней. Главное условие – это молитва, которая должна идти от сердца, а слова быть искренними. Только тогда святой Иларион услышит и обязательно вам поможет. После церковной службы крестьяне приступали к прополке огородов. Считалось, что 19 июня – это идеальный день для этого занятия. Прополка в Иларионов день приносила не только чистоту на грядках, но и укрепляла здоровье тех, кто занимался этой работой. Чем больше труда было вложено в этот день, тем крепче будет здоровье и удачливее будет весь год. Интересно, что Иларионов день также считался удачным временем для рытья колодцев и бурения скважин. Наши предки верили, что вода, добытая в этот день, будет особенно чистой и полезной, а работа пройдет успешно и без каких-либо осложнений. Любая работа по дому в Иларионов день считалась благоприятной и приносящей удачу. Хозяйственные хлопоты, такие как уборка, ремонт или приготовление пищи, также приносили здоровье и благополучие. Все, что делалось в этот день, шло во благо семьи и дома. Особое внимание наши предки уделяли снам, которые привиделись в ночь на 19 июня. Считалось, что сны в этот день имеют особое значение и могут предсказать будущее. Сон о родах предвещал долгую жизнь, а если во сне вас призывают к Богу, это к радости. Сон, в котором вы едите что-то кислое, сулит плохое настроение. А если вы лакомитесь сладостями, во сне это означает, что вас будут льстить, и этой лести следует опасаться. Видеть себя в одежде не по размеру предвещает потерю работы. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 19 июня по народным приметам, традициям и обрядам. 19 июня в народном календаре отмечается, как мы уже сказали ранее, День Илариона Пропольника, который сопровождается множеством народных примет и запретов. Эти народные поверья передавались из поколения в поколение и помогали нашим предкам избегать неприятностей и сохранять благополучие. Давайте же рассмотрим, что же нельзя делать в этот день и почему. Итак, работать на чужом поле или огороде в этот день нельзя. Согласно народным приметам, работать на чужом участке в день Илариона Пропольника считалось плохой народной приметой. Это могло накликать на себя беды и неприятности. Наши предки верили, что прополка и уход за растениями в этот день должны выполняться только хозяевами огорода. Это приносило им богатство и благополучие. Далее, незамужним девушкам нельзя было нюхать цветы. И считается, что если незамужняя девушка в этот день нюхает цветы, то она отдает свою красоту земле. Это может привести к проблемам с кожей, таким как аллергия, высыпание или покраснение. Эта примета была направлена на то, чтобы сохранять красоту и здоровье молодых девушек. Также нельзя было отправляться и в длительные поездки. Народные приметы предостерегали от длительных поездок в день Илариона Пропольника. Считалось, что такие путешествия будут несчастливыми и принесут неожиданные неприятности. Если же поездку невозможно было избежать, важно было прислушиваться к своей интуиции, которая в этот день может быть особенно острой, и помочь избежать неприятностей. Также в этот день нельзя было переходить на другую работу. Начало новой работы в день Илариона Пропольника считалось неблагоприятным. Считалось, что коллектив может плохо принять новоприбывшего, а среди коллег может появиться недруг, который будет мешать работать и кляузничать начальству. Лучше отложить переход на другую работу на другой день.
Также в этот день нельзя было заключать сделки купли-продажи. Народные приметы запрещали заключать сделки купли-продажи в этот день, так как это могло привести к обману или неприятностям с купленной недвижимостью. Считалось, что покупка в этот день может обернуться пожаром, обвалом или другими проблемами в будущем. Лучше отложить крупные сделки на другой день. Нельзя было ходить и по сорнякам. Хождение по сорнякам в день Лариона Пропольника считалось опасным, так как это могло привести к серьезной ссоре с близким человеком. Если другой дороги нет, следует сорвать немного травы в начале тропы и кинуть ее себе за спину перед тем, как идти дальше. Это должно было защитить от ссор и конфликтов. Также нельзя было обсуждать и личные проблемы при ветреной погоде. Считалось, что ветер разнесет личные проблемы повсюду, и они только усугубятся. Поэтому, если есть необходимость обсудить что-то личное, делать это следует в тихом месте, защищенном от ветра. Это поможет сохранить конфиденциальность и тем самым избежать усугубления тех или иных проблем. Вот такой, друзья, у нас с вами день 19 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, всех вам благ. Услышимся в следующем видео.